Очень большое. Вот это было. Ты просто не понимаешь. Такой удар был. Весь палец мне раздербанил. Просто весь. Вторая наша рыбалка в этом году. Всю неделю лил дождь, вода везде высокая. Мы проехали очень много рек позади нас. Мы не останавливались, так посмотрели, что вода очень высокая, ловить нереально. В принципе, те реки, которые были как бы даже не для рыбалки, сейчас их можно называть, они вполне себе рыбабельные, но вода мутная, высокая, даже пробовать не хочется. Поэтому едем на те места, которые мы знаем. Открытие сезона получается сегодня. Погода непонятная. То снег, то дождь, солнце. Все вместе, вперемешку. По идее, это не должно быть как минус. Все-таки осадки. Осадки, из моего опыта, играют положительную роль. Рыба реагирует лучше во время осадков. Обязательно не забывайте подписываться и ставить лайки. Ну и комментарии, естественно, приветствуются. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Обоснованная критика тоже приветствуется. Ну вот мы приехали на реку. В принципе, я побросал на первом месте. Ну, оно, к сожалению, очень популярное среди местных рыбаков. И там много любителей, кто пытается поймать рыбу в том месте. Поэтому мы отправляемся дальше. Как говорится, подальше от паркинга, тем больше рыбы. Смотрите дальше. Кто-то ехал с магазина и приехал прямо к реке после закупки очередной. Ну, такое тоже бывает. На реке можно увидеть все, что угодно. Потому что мы приехали в такую черту города, и вот, в принципе, это показатель того, что мы находимся в черте города. К ногам подошла. Хватало воблер. Подошла, ну такая небольшая. Да. Я почти на месте. Все, я прошел. Аминь. Фух. Но также вот ребята, которые отказываются делать что-то в своей жизни. Не согласны с правительством, не согласны работать, не согласны получать помощь от правительства. Вот. Экспериментировать с воблерами приходится постоянно. И флуоресцентные, и те, которые поглубже, и те, которые кислотные. Короче, максимально пытаешься приблизиться к тому, что ей сейчас может понравиться, и то, что ей сейчас захочется. Сейчас был один выход, она подошла к ногам, 2 раза дюбнула этот воблер и убежала. Мелкая форелька. Ну и то хоть рыбу увидел за сегодня. Посмотрим. Буду еще пробовать. Вот, подплывает, ходит тут. Укусила воблер, я уже увидел морду, не понял, что за рыба, по-моему, была все-таки рейнбоу.
Сейчас попробую поменять воблер и доловить. Тело хорошее. Иди сюда. Рейнбоу. Рейнбоу, траут. Вот и первая моя попалась, наконец-то. За сегодня я уже думал, что я сегодня ничего не поймаю. Вот такая вот. Ну все. Беги. Все, убежала. Фуф. Ну, начало положено. Правда, в конце. Почти в конце рыбалки. Буквально только что был выход янтарной форели, паламина траут. Видел выход, но не удалось ее засечь. К сожалению, поклевка была не реализована. Сейчас сменой воблера пытаюсь доловить эту рыбу. Пока даже выходов не вижу. До этого на предыдущий воблер увидел выход. Хочется, конечно же, поймать янтарную. О, ушла. Вот так вот. Обидно. Видел? Она аж поднялась наверх. О, есть. Ух ты! Сидит красавица. Иди сюда. Красивый рейнбоу. Смотри, какой красивый. Ух. Покрупнее. И начала кормиться хотя бы немножко, потому что изначально, когда мы приехали, вообще ни поклевки, ни признаков рыбы, ничего не было. Ну а так все такое было нереализованное. Как солнышко проявилось, начали происходить выходы. Я уже видел, как рыба подходила к ногам за воблером, но так и не атаковала его полноценно. Даже смена воблеров в некоторых местах не помогала. И в том числе я видел, как паламина, янтарная форель, атаковала воблер, но не дала мне никакого результата. Я пытался ее доловить, она просто била его, но на крючок так и не села. А потом в конечном итоге, когда я пытался ее доловить другими воблерами, я там зацепился, и вполне вероятно, что я ее напугал, и она ушла с того места. Все равно от нуля удалось уйти, рыбу удалось поймать. Я надеюсь, вам понравилось то, что мы поймали. Сейчас еще тут пару мест оббросаю и будем закругляться. Как мощно села. Ну, это такой же. Вот это покрупнее, не? Или мне кажется? Ух ты, да, покрупнее. Вот этот прям хороший.
очень большое. Очень большое село. Вот это было. Ты просто не понимаешь. Такой удар был. И просто фрикцион, который нельзя было остановить. Алло, пожалуйста, иди сюда. Не надо мне там устраивать шоу. Ну, я такой. Иди сюда, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Давай, давай, давай. Ты не понимаешь. Смотри, этот зверь, он просто... Что там хоть такое осело? Я даже не успел посмотреть. Просто фрикцион. Ну иди, дай хоть посмотреть на тебя. Смотри, что творится. Смотри, 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 как тянет. Ну, тянет. Как тянет. Ты сюда, я не могу ее. Ну иди сюда, пожалуйста, иди сюда. Вот потихоньку, потихоньку. Не-не-не, это не мое. Иди сюда. Ну давай уже, уставай. Смотри, 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 просто тянет. Я ничего не могу сделать. О! Ну иди сюда, пожалуйста. Пожалуйста. О, вроде пошла. Вроде потихоньку пошла. Что ты такое? Что ты такое? Сюда подходишь. Подходишь. Браун, Браун! Ты не понимаешь, сколько силы в нем? Это дикий браун. Фух. Порвал мне. Весь палец мне раздербанил. Просто весь. Вот, чтобы было видно. Весь палец. Просто весь язык в зубах. Вся челюсть в зубах. Ну, я не знаю, там хороших таких 25 инчей было. Это хорошее завершение рыбалку. Крючок, конечно, просто в хлам. Просто в хлам разогнут, второй разогнут, оба два крючка разогнуты. Я так и думал. Я об этом говорил. Все в крови. Вот. Весь палец от зубов. Просто вот была ошибка, что я его взял за челюсть. Я просто не хотел его брать рукой за тело, чтобы не передавить. Это, ну, как бы он чувствительный. Я вообще не ожидал, что тут такой монстр будет стоять. Ну ладно, что поделаешь. На этом можно завершать нашу рыбалку. Супер. Крючок просто разогнуло. Вот. Все, что осталось от крючка, это вот. И этот тоже чуть-чуть разогнут. Но не настолько сильно, потому что он впился в это. Этот был в пасти. Вот что с ним стало.
А после рыбалки мы едем в магазин.